Юзер И. Сейчас нахожусь в Абхазии. Здесь буйство зелени. Как выделить основное и как писать, когда ее так много? И так много оттенков зеленого. Как выделить основное? Ну, как в жизни, вот вы смотрите на мужчину. Куда вы смотрите в первую очередь? В глаза или дальше? В душу, я имею в виду, ниже. Да, проводили исследования. Ну, показывали слайды людям. Я не помню, какой институт. Разные слайды. И в том числе и мужчин тоже. Ну и женщин. Показывали. А испытуемые тоже разные были люди. Ну, по полу. Исследования показали, что глаз мечется между булками. Человек смотрит на булки, потом на грудь, у женщин. Ну, у мужчин, видимо, тоже. На руки, кстати. И на глаза потом. Ну, потом уже. Когда уже смотреть не на что. Так что вот куда вы смотрите, то для вас и главное в этой зелени, я имел в виду. То есть вы сами наделяете главным какой-то объект. Может быть, какой-то на переднем плане будет какой-нибудь крючок. Или там человек, например. А через него вы смотрите на всю эту вот зелень, которую вы раскладываете по тональности. А человек-то главный, вы на нем, так сказать, отрываетесь по полной. Я не сковородка, я просто кисточкой показываю, как махать. Ну, по холсту, краской. Но вопрос-то отличный у вас, потому что многие не выделяют главного. Все, что видят, все для них важно и ценно, равноценно, равно. А возможности ограничены в рамках этого холста, поэтому приходится жертвовать. Живопись вообще это жертва. Что-то писать условно, от чего-то вообще отказываться, а что-то выделять. Вы сами это делаете. Причем, самое интересное, один и тот же мотив вы пишете несколько раз, и вы разные можете выделять, а остальное так опускать. Ну, как на ужине, например. Вам поставили кучу разных блюд, вкусных и включая, конечно же, тортик, вечером. А вы говорите, нет, я только зелень, салатик. Мне нет. А там такие вообще запахи. То есть вы выделяете, наделяете вот этот вот листья несколько салатиков главным, а остальное говорите не надо. Ну, а зеленый цвет самый сложный, как многие считают живописцы. Коровин об этом говорил. Так что включите это в прям самую главную задачу, работать с зеленым цветом, раскладывать его на различные составляющие, цвета. В тоне, конечно, мыслить главное. Виолетта Павлова, Вячеслав, в одном из ваших видео на канале вы рассказали про картину Коровина, ради которой однажды приехали на выставку. Увидела, меня заворожило, но пометку не сделала. Потеряла в массе всех просмотров. Мучаюсь. Найти не могу. Друзья, подскажите, какую такую картину Коровина я выделил. Помогите, на столе стол-самовар. Больше помню ощущения. Их пересказать невозможно. Ну да. Но я как-то не могу выделить прямо из коровинских работ какую-то одну, ради которой я приехал. К сожалению, не помню такого эпизода в жизни. Для меня живопись его вообще представляется вся великолепной. Но вот пока говорю об этом, показываю вам картины, может быть, среди них какая-то будет, но это не так важно. Как только вы видите, что выставка Коровина, надо ехать. Джуз 40. Вячеслав, очень жаль, что нет цен на ваши работы на сайте. Было бы удобно подобрать под свой бюджет и не спрашивать на каждую, чтобы не выглядеть глупо. А то захочешь картину, а она тебе не по кошельку. Ну а что тут глупого-то спросить-то, Господи, что ж вы приходите в магазин и прям стесняетесь спросить, сколько на рынке, например, почем помидоры, а нету ценника, например, стоит торговец. Ну я же, кстати, не помидоры продаю, даже на них
на помидоры разная цена будет. А у меня, конечно, она меняется, потому что рост идет цен. Если на какие-то работы прям очередь выстраивается. Но у меня не выстраивается очередь. Но интерес есть, и как-то развитие художника это всегда сопряжено с ростом цен на его работы. Так что, ну и что, вы пришли помидоры покупать и постеснялись спросить, и так вы уйдете голодным, тут не возьмете помидоров. Ну, конечно, вы спросите, спрашиваете. Так устроен сайт, в этом есть какая-то фишка. В галерею вы приходите, висят работы, на них нет ценника. Это ж тебе не, я не знаю, не магнитофон какой-нибудь покупаете, видео. Вы подзываете галериста и говорите, он говорит, заверните. То есть вполне нормальная практика спросить галериста или спросить меня, прислав, я не знаю, письмецо в WhatsApp или куда-нибудь, фотографию прислать, вы быстро поймете какой-то такой разряд, да, цен на работы. Так что не стесняйтесь, это не глупо, это художники ждут этих писем, и я жду. Присылайте. Дед-сновед. Женщина-художник, это как я балерина. Но балерон, дед-то он балерон, сновед, правильно? А балерина вы, конечно, вряд ли сможете быть. Хотя сейчас вообще медицина на высшем уровне, даже из балеронов делают балерин. Так что женщина-художник может статься вам не по плечу. Но возьмите, например, великих женщин-художников. Да, их немного, небольшое количество, потому что на них нагрузка такая, что вам, деду, сноведу, и не снилось. А они еще успевают и холсты по ночам писать, картины. Так что вы посмотрите в интернете, просто наберите известные женщины-художники, импрессионисты. Берта Моризо, например. Посмотрите, какая живопись. Я живьем ее работы видел несколько раз. Во Франции блистательная работа. Так что, дед, сновед, к станку и пор-де-бра, батман-тандю, вперед. И мы увидим, может быть, новую звезду на сцене Большого, в «Царской невесте», конечно. Юзер Джокер. В Ютубе сейчас популярно стало показывать рисунки в скетчбуке. Вот так. Может, Вячеслав тоже поделится набросками. Я регулярно делаю скетчи. У меня с собой блокнотик. Ну, конечно, несколько покажу, пожалуйста. Это очень хорошее дело. Я очень люблю наблюдать жизнь. Не просто так вот глазея, а с карандашом, бумагой. Ну, перьевая ручка у меня такая для каллиграфии, 6 миллиметров шириной. Можете заказать на Валберис. Я там покупал. Она удобная, никуда макать ее не надо, у нее картридж внутри. И просто время от времени наполняю его чернилами, или там сменные есть, у кого нет шприца. Вероника Овчинникова. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. В группе вы выставили фото с картиной из Прованса. Там Мольберта, под картиной внизу белая пластмасса. А зачем эта белая вставка под картиной? Она не белая пластмасса, она белая. Ну, это такая вот какая-то гибкая такая, не пластмасса. Такой листовой утеплитель какой-то, пена, поли, пум-пум-пум, уритан-ден-ден. Ну, просто, чтобы свет не падал. Там прощелина между картиной и палитрой. И вот эту прощелину я закрываю. Без зонтика ездил в Прованс, потому что перевес у меня по грузу. Я в этот раз повез с собой холсты на картоне. Они там 15 килограмм заняли веса. Ну, по крайней мере, я приехал
не с маленькими картонками, а с большими. Мазафак при ветре тренога вообще неустойчива. И очень хлипкая конструкция. Писать трудно на ней. Мне не понравилось. А на этюдник не хлипкая конструкция. Сколько раз они валятся, вообще я вижу постоянно. Мазафак. Ну, решение очень простое. У меня всегда в рабочих инструментах есть пакет. Ну, такой обычный пакет из магазина, из пятерочки. Всегда окрест можно найти пару камней булыжников. И я накладываю в этот пакет и утяжеляюсь. Даже у этого мольберта, кстати, у этюдника нету, крючок есть. На крючок вешаете эту сумку, и она ветры небесные пляшут меж вами. И ничего не рушится. Так что, ну, давайте включать мозги, как просто справиться от этой парусности, и все. Бывает, что падает, просто я забываю повесить. Например, ветра нету, первое, что я делаю, раз писать этюд, я утяжеляюсь. Даже если ветра нет, забыл. Иногда забываю, и она валится. Ну, как, собственно, в Провансе и произошло. User Y. Сделайте, пожалуйста, ролик, где будут показаны картины, любые, взяты где угодно, но именно плохой живописи. Ролик, где наказаны образцы плохой живописи. Зачем показывать плохое? Скажите мне, user Y и еще набор каких-то цифр. Вот зачем? Зачем показывать себя, например, с плохой стороны? Даже раньше были дома, там мужская половина, женская половина. И зачем выходить например, вы мужчина? Я подозреваю, хотя не знаю. Ну, допустим. И вы выходите в гневе в центральный зал. Зачем показывать вот это себя такого дурного, раздраженного? Почему борщ не сварила? Зачем? Лучше себя привести в порядок на своей мужской половинке и выйти уже радостным, добрым. Зачем показывать себя злого? Зачем показывать плохую живопись? Я не понимаю. Объясните мне, для чего? Ее будет очень много, этих роликов. Лучше показывать и всегда только хорошее. Вы, например, проснулись и идете в магазин. Куда вы утром идете? За пыласиком. Ну, вы же хотя бы причесываетесь. Или так вот. Растрепанные так на босу грудь. Футболки здесь, наколки, пыласика, да, после вчерашнего надо. И вот такие ролики вот интересно смотреть, как вы ходите вот так, да? После цигарки, значит, попиваете пауку. Хотя, не знаю, сейчас, наверное, и такой ролик наберет 1 миллион просмотров. Ну, ко мне это не по адресу вы обратились, я это делать не буду. Друзья, 9, 10, 11 августа будет семинар в Гурзуфе. Будем писать живопись. На сайте есть информация, записывайтесь и приезжайте. Я буду ждать. Потом идет запись на семинар на озере Гарда в Италии. Он будет в конце сентября. А потом в середине октября Армения. На сайте все есть. Записывайтесь и включайтесь в команды. Класс в Провансе закончился, но я буду продолжать вас знакомить с тем, что мы там делали. Это очень интересно. Вот это номер. Здрасте. Что вы хотите? Puis, лубье.
Друзья, отмечайтесь в журнале, пожалуйста, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы. После этого видео будет еще одно кино, называется «Талант художника». Предлагаю его посмотреть и там тоже отметиться. Ну, пока.